Так, сейчас у нас Ooh, we're live. камера. We are going live. Да. Добрый вечер, наши дорогие зрители, кто с нами сейчас в прямом эфире и кто будет смотреть в записи. Это видеопроект «Интересный понедельник», и я его ведущая, психолог, психотерапевт Ирина Соловьевой. Каждую неделю у меня в гостях специалисты в сфере психологии, психотерапии и в смежных областях. Сегодня у нас гость, можно сказать, из самых разных стран. Гость Нина Плавник, ее семья из России изначально, при этом Нина родилась во Франции, а живет на Кипре. Вот такой интересный путь. И мы сегодня будем говорить о пути женской инициации. Очень интересная тема, согласитесь. А переводчиком будет Мария Ангелова. Девушки, добрый вечер. Добрый вечер. Good evening. Good evening. Нина, спасибо, что вы согласились выступить. Thank you for agreeing to join us on this live, Nina. Thank you so much for having me. И вам большое спасибо за приглашение. Я была на фестивале осенью и там познакомилась с Ниной и решила пригласить ее как спикера для вас, дорогие зрители. I met Nina at a festival last fall, and I decided to invite Nina as a speaker to Interesting Monday for the dear viewers. И мне кажется, что путь женской инициации такая замечательная тема для весны, для мая. В ней очень много энергии, такого подъема, расцвета, время, когда все расцветает. So feminine or women's initiation is a very fitting topic for spring, for May, where all the nature is blossoming and blooming, and there's this energy of growth all around. И первый вопрос, наверное, к Нине. Ну, что же такое женская инициация? And the first question for Nina is, of course, what is women's initiation? Hi. So women's initiation really is what we consider a rite of passage. Женская инициация это переход в следующее состояние прав. And so we have many moments in our life as women that we have a transition. В нашей жизни женской, в нашей жизни как женщина, происходит несколько разных моментов, когда мы осуществляем некоторый переход. So we start at the beginning with birth. That's the first initiation. Первая инициация, первый переход – это рождение. And what's very interesting for women in particular, и что интересно здесь именно в контексте женской энергии, is that when we are born, we're born with all the eggs we will have throughout our life inside of us. Когда женщина рождается, когда мы рождаемся, в нас внутри уже есть все яйцеклетки, которые у нас будут в течение всей нашей жизни. Они уже внутри нас в момент рождения. So we start the journey with all of the potential for what we might create in this life. То есть мы начинаем свой путь жизненный со всем потенциалом к тому, что мы сможем создать в течение всей нашей жизни. And in many ancient cultures, they would consider this moment where the woman is birthed into the maiden archetype. И во многих мировых культурах этот момент считается моментом, когда женщина рождается в архетип девы. And then we have this next initiation, still in the maiden. Следующая инициация происходит все еще в состоянии девы. Where some call it the terrible twos. Некоторые называют этот период ужасные 2 года. But this is when we learn how to say no. Это период нашей жизни, когда мы научаемся говорить нет. Очень полезный навык. It's a very useful skill. Yes. Да. And this is the moment where we start to separate from just being one with the mom, with the mother. И в этот момент мы начинаем отделяться от состояния, когда мы слиты в одно с нашей матерью.
Then we transition to the first blood. So when we get our first period. После момент первой крови, когда приходит первая менструация. And even though we are in the maiden, this is the moment that a girl starts to become a woman. И хотя мы все еще в состоянии девы в этот период, тем не менее, это момент, когда девушка начинает становиться женщиной. Then the next part is when we embrace the mother archetype. Следующий период, когда мы встречаем и принимаем на себя архетип матери. And this is usually the time where maybe a woman gives birth. И обычно это период, когда женщина, возможно, рожает детей. But it doesn't, we become the mother archetype even whether we have children or not. Но архетип матери мы проявляем в себе независимо от того, рожаем мы детей или нет. Because maybe we birth projects or businesses. Потому что нашим детищем могут стать проекты или бизнесы, и мы можем породить не только дитя, но и какой-то проект. This is also the time where she becomes the lover and the queen. В этот период также женщина становится любовницей и королевой, императрицей. Because they are the nurturer of their own personal kingdom. Потому что они как бы становятся фигурой, которая проявляет заботу внутри ее собственного королевства. And then we have the moment of perimenopause. После мы подходим к моменту перименопаузы. And this is when we start to embrace the wild or wise woman. И в этот период мы начинаем принимать в себе дикую женщину или мудрую женщину. And then during menopause, и во время менопаузы we become the crone or the wise woman. Мы становимся старухой, скажем так, архетип старухи или архетип мудрой женщины. And then obviously the last initiation is when we pass on to the next life. И, конечно, последняя инициация, когда мы переходим в следующую жизнь. And what I find very special, и то, что мне кажется очень особенным, that we don't just experience these archetypes. Мы не просто переживаем все эти архетипы throughout our life, but also every time we have our moon cycle, every month. Но мы также через все эти архетипы проходим каждый наш лунный цикл. And so we have at every month, no matter how young or how old. То есть каждый месяц, независимо от нашего возраста, we always have access to the maiden. У нас есть доступ к состоянию девы. And also to the crone. А также и к состоянию старицы. So we get to learn from this person who knows us since the moment that we're born, our inner child, our maiden. И мы можем брать мудрость и у сущности, которая знает нас с момента нашего собственного рождения, нашего внутреннего ребенка, нашей девы. And we can seek guidance from the part of our psyche who knows who we will become, the crone. Но также мы можем искать мудрости у сущности, которая живет внутри нашей психики, которая знает, кем мы станем в конце старицей. And that's the entire overview of the journey of the women's initiation, the stages that we experience. И вот это вкратце краткий обзор всего пути женской инициации и всех его стадий. Поражает, сколько же в каждой женщине красоты и мудрости, и какой прекрасный потенциал. It's amazing how much beauty and wisdom and potential there is inside every woman. Yes, there is. And that's what makes the journey so beautiful. Да, и от этого сам путь становится очень красивым.
А вот если мы говорим о женской инициации, наверное, для баланса нужно упомянуть мужскую инициацию. Вот в чем принципиальные различия женского в пути инициации и мужского? If we are discussing women's initiation, maybe it will be fair to talk about men's initiation as well, and what is the difference between the path of initiation for a man and a woman. So the initiation between men and women are not so different. Пути инициации между мужчинами и женщинами не так уж различаются. There are 3 stages that happen in any initiation, really. Есть 3 стадии, которые случаются во всех инициациях. The first stage is when we leave the community or we're separated. Как первая стадия инициационного процесса, когда мы удаляемся от своего сообщества, мы как бы уходим. The second is when we are tested, so we're testing our new skills or who we would like to become. Вторая часть процесса инициации – это некоторое испытание, в котором мы проверяем, тестируем некоторый новый навык, которым мы хотим стать. And then the third is the reintegration into the community with a new role and potentially new responsibilities. И последняя стадия инициационного процесса – это когда мы возвращаемся в свое сообщество с новым навыком, в новой роли, возможно, с новыми ответственностями в нашем сообществе. But the difference is what roles and responsibilities do men and women have after those initiations. Отличие будет заключаться в том, какие именно роли и какие именно ответственности будут у мужчины и у женщины после того, как они закончили инициационный момент. So there is this moment, like women, that boys they move into manhood. Например, у мальчиков есть тоже момент, когда они из состояния мальчик переходят в состояние мужчина. But the tests that they experience usually are things like testing their strength, resilience, tenacity, and also the ability to regulate their emotions. Но испытания, которые они в этот момент проходят, в основном имеют отношение к силе, к устойчивости, и к тому, чтобы уметь управлять своими эмоциями. And just like women, they also have their own archetypes that they experience. Так же, как и женщины, у мужчин есть свои архетипы, через которые они проживают. The warrior, the magician, and the lover. Такие, например, как воин, волшебник, любовник. And when all of these are balanced, they get to step into the king. И когда все эти архетипы сбалансированы, они могут и вступить в роль царя. Which I also want to mention is very different to how probably our society sees what a king means now. И хотела бы в этот момент ответить, что архетип короля, роль короля, очень отличается от того, как наше общество в данный момент истории воспринимает, что такое король. And that's the main differences between the two. Да, в этом основное различие между двумя. И мне хочется сказать нашим слушателям, что также на YouTube-канале моем можно посмотреть эфир с юнгианским аналитиком Лией Киневской, это тоже выпуск «Интересного понедельника», в котором Лия как раз рассказывает про мужские архетипы, вот про мага, про любовника и так далее. Ну, такая вот маленькая отсылочка, кому интересно в это погрузиться дальше. Irina referenced one of the previous lives with a Jungian specialist who was giving a talk on the show about men's archetypes, masculine archetypes. Лия, как бы была? Лия Киневская из России. Лия Киневская, да. So if anyone was particularly interested in men's archetypes, they can go later and look it up on the YouTube channel. Вот хочется спросить, Нина, вот говоря про женское, мужское, вот как бы вы определили вообще женственность и мужественность? How would you define femininity and masculinity in this context? Такие расхожие понятия, казалось бы, очень простые, но на самом деле очень сложные, потому что можно очень по-разному понимать.
those are seemingly very simple concepts, but they're deceivingly simple because a lot of people could easily understand them in many very different ways. So obviously I will explain from how I view them. Absolutely. Я объясню, как я вижу эти концепции. And for me, femininity and masculinity doesn't refer to man and woman. Для меня фемининность и мускулинность не соотносятся напрямую с женщиной и мужчиной в смысле пола. But they are two energies that everyone has, regardless if you are man or woman. Это две энергии, которые существуют в каждом из нас, независимо от биологического пола. And cultures call this obviously different things, Shakti and Shiva, or Yin and Yang, as two examples. В разных культурах это называется по-разному. Некоторые примеры приведу. Шакти и Шива, эти энергии называются в буддийской культуре. Инь и Янь, это называется в японской и китайской культуре. And so the feminine is can be seen as our inner world, but also the part of us that is creating life. Женская, женственность можно обозначить как наш внутренний мир, а также энергия, которая создает жизнь. And she might be our intuitive and emotional and nurturing part of us. Это часть нас, которая связана с интуицией, с заботой. But it can also be the part of us that maybe is a bit more dark and chaotic, and like if you think of the womb, the void. Но также это может быть часть нас, которая темная, хаотичная, и можете такой образ использовать. Матка — это как какая-то пучина. I always like to think of the image of Kali. Мне нравится образ богини Кали из индийского эпоса. She sits on many severed heads, ending the illusions of ego. Она восседает на отрезанных головах, прекращая иллюзию эго. She is maybe not the nurturing woman that we know women to be, but she's still the feminine. Она не такая вот заботливая и заботящаяся женщина, как мы воображаем себе фемининная, но она, тем не менее, это женская энергия, это фемининная энергия. And then the masculine, if yin is inward, is our outward reality. А маскулинная, соответственно, это внешняя наша реальность. So it's about form, structure, discipline, and taking outward action. Форма, структура, дисциплина и действие вовне. I like to think of it a bit like a river. И мне нравится воображать это в виде реки. That the water that's moving and flowing, that's the feminine. Вода, которая течет и переливается, это женственная. And the river bank, the earth around it, is what gives a way for the feminine to travel, and that's the masculine. А берега реки, как бы земля, которая держит, это то, что дает ей пространство и направление, чтобы течь. И это мускулинная в нас. And we need both to function as whole integrated humans. И чтобы нам существовать как полным и интегрированным существам, нам нужно и то, и другое. Спасибо за такие яркие метафоры. И хочется спросить наших слушателей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вот что для вас женственность, мужественность? Как вы это понимаете? Thank you for very beautiful metaphors. And Irina is prompting viewers to comment how they perceive feminine and masculine. Нина, а в чем цель женских инициаций? Вообще, для чего это надо? Так, по-простому. Если это есть, вот нужно.
What would you say is the goal, so to say, or the aim for women's initiation? We know they exist, but do we really need them? What are they for? So I think it's really important to consider the fact that initiations in a woman's life happen whether she's conscious of them or not. Важно здесь отметить, что инициации случаются в жизни женщины независимо от того, осознает она или нет. It's a part of life, and so... Это часть жизни, неотъемлема. And as we naturally go through these transitions, и мы, естественно, проходим через эти переходы. Our energy starts to change, how our mind operates, our hormones, and our bodies. И наша энергия меняется в эти моменты, и наш ум начинает действовать, работать по-другому. Меняется наше тело, наши гормоны. What we have lost over time is the ritualization and the celebration of these initiations. То, что потеряно во времени, скажем так, в нашем современном обществе, это именно ритуализация этих переходов, как бы празднование этих моментов, которые в жизни женщины не так. And I think the first important thing is that the ability to come together to celebrate these transitions with women gives her a sense of belonging. И мне кажется, что для женщин возможность собраться вместе с другими женщинами, чтобы отпраздновать этот переход в новое состояние, дает женщине чувство принадлежности. She knows she doesn't have to do it alone. Она знает, что ей не нужно самой с этим справляться одной. And that there are other women who have walked this path and they can guide her along her journey. Она знает, что есть другие женщины, которые уже прошли этот путь, и они могут стать ее гидами на этом пути. And I think also important because we remind women of their power this way. А также мы таким образом напоминаем женщинам об их силе. Much of the way that society operates right now is in direct opposition of a woman's natural cycle. То, как наше общество функционирует сейчас, во многом в большинстве вещей прямо противоположно тому, что естественно для женщины в ее цикле. And we're taught that her cycle is somehow an inconvenience. Более того, мы учим женщин, общество учит женщин, что ее цикл это вообще что-то неудобное. And I want to take the example of periods, for example. Давайте в качестве примера возьмем месячные. We're often taught that it's dirty and that it's a weakness that stops us from getting our job done. Нам говорят, что, во-первых, это грязное что-то, а во-вторых, это какая-то слабость, которая ставит препоны к тому, чтобы мы выполняли свою работу. And maybe your mom teaches you how to use a tampon or a pad, for example. И, может быть, мама научит вас, как пользоваться прокладкой или тампоном, например. But not much else happens beyond this. Но помимо этого особо ничего не происходит. And this is a point where a woman's life in particular really begins to change. Но это момент, в который жизнь женщины особенно заметно начинает меняться. And we don't consider that a woman will bleed for about 3,500 days out of her entire life. Мы редко думаем о том, что женщина в течение всей своей жизни будет кровить 3,000 and how many? 500. 3,500 дней. And this is her menstrual blood is her ability to create, like I mentioned before, humans, but also other things in her life. И менструальная кровь – символ ее способности к творению не только других людей, но и вообще к творчеству в жизни. So changing how we show up to these different parts of a woman's life, I think is very crucial for women to thrive, but also the planet that we live on. И мне кажется, изменения в том, как мы подходим к женщинам вот в таких переходных этапах их жизни, во всех из них,
Во-первых, поможет женщинам жить более плодотворную жизнь, но и поможет планете в целом существовать более плодотворно. И как женщине себя больше ценить, принимать, уважать? Иногда это бывает непросто в силу каких-то историй из прошлого. Sometimes, especially with some troubled personal histories, it's difficult for women to really appreciate themselves, value themselves. So what is the way for women to really value and appreciate and accept and love themselves? So there are obviously a lot of things that I could recommend, but I'm going to briefly talk about 4. Конечно, много чего можно порекомендовать. Я вкратце расскажу о 4 вещах. One of my favorite spiritual teachers says that if you don't like yourself, it's probably because you don't know yourself. Один из моих любимых духовных учителей говорит, если ты себе не нравишься, скорее всего, это значит, что ты себя не знаешь. And this is, for me, where self-love for a woman and respect really begins. Для меня именно с этого начинается, для женщины, любовь к себе и уважение к себе. We are taught many things about who we are when we grow up. Когда мы растем, нам много чему учат в отношении того, кто мы есть. And that could be from our families, our educational system, or just society at large. Это может идти от нашей семьи, от системы образования, в целом от общества. But everything that we take on as who we think we are isn't necessarily true. И все, что мы принимаем и думаем, что это именно то, что мы есть, не все из этого правда. And so one of the first tools that I have is that I recommend really meditation. Я очень рекомендую одним из первых инструментов медитацию. And this doesn't just have to be sitting still. Не обязательно в форме того, что ты сидишь без движения. Whether you go on walks or you make art. Можно ходить на прогулки, можно рисовать или каким-то искусством заниматься. Some kind of practice that brings you into the present moment. Это может быть любая практика, которая приводит вас в настоящий момент. And gives you enough space to go, is this really true? Is this really me? И какая-то практика, которая создает для вас пространство, сказать, действительно ли это правда, действительно ли это я. The second one. Второй вариант. Is feel your feelings. Чувствуйте свои чувства, чувствуйте свои эмоции. Most women have been through a lot. Большинство женщин через много трудностей проходят в своей жизни. Not just ours, but maybe also the women in our lineage. И речь идет не только о нас самих, но и женщинах в нашем роду. To be able to start a new path, we have to sometimes empty out the feelings that are in the way. Иногда нужно опустошить чувства и эмоции, которые накопились, чтобы открыть новый путь. So that would be the second one. Это была бы вторая рекомендация. And once we clear the way, и когда мы расчищаем эти дебри, we open up to the third. Мы открываем пространство для третьей рекомендации. What gives us pleasure? Что дает нам удовольствие? Because we spend a lot of time taking care of everybody else. Мы очень много времени уделяем заботе о других. But we don't know what our favorite smell is or how we like to move our body, and these things are also very important. Но мы не знаем, например, какой наш любимый запах, или мы не знаем, как нашему телу приятно двигаться. И это все очень важные вещи для того, чтобы начать этот процесс. And the fourth is sisterhood, sisterhood, sisterhood. И четвертое – это сестринство, женский круг. Because a lot of the time, many of the friendships that we have are either based on pains, or sometimes we're taught to compete with other women. Очень часто женские дружбы основаны на какой-то совместно пережитой боли. Очень часто женщин как бы вынуждают соревноваться друг с другом.
And when you find other women who can celebrate themselves, И когда вы находите других женщин, которые могут праздновать себя, but also you, но и вас тоже, something very powerful happens. в этом происходит что-то очень могущественное. And those would be my 4 things. Вот это были бы мои 4 рекомендации. Здорово. У нас с вами тут такой женский круг тоже получается, да. This is a woman's circle for us too. What we have going on right now. Happy to be of service. Я рада услужить. И, может быть, пришло время сейчас сделать практику. So maybe now it's a proper moment to have a bit of a practice. Okay, sounds good. So I want to give a bit of an explanation first. Сначала я объясню, что мы будем делать. So we are going to do a small meditation. Мы сделаем такую небольшую медитацию. But to do this meditation, Чтобы сделать эту медитацию, we need to become aware of our perineum, which is, if you have needed to pee before, this place that you hold sometimes. нам для этой медитации нужно будет осознавать свой перинеум. Это, если вы не знаете, пространство между двумя входами. То есть если вы когда-нибудь ощущали, что вы хотите писать, и вам нужно стиснуть и дотерпеть, вот это место вам нужно ощущать. Yes. And so you're going to clench this, and then at the same time, you're going to take a big breath in, like you're sucking through a straw. So you go. То есть именно таким образом это место нужно стискивать, и при этом нужно делать вдох так, как будто бы вы всасываете через соломинку. And when you're blowing, you want to imagine this energy going into your womb. И тогда вам нужно представлять энергию, которая наполняет вашу матку. And while we're going to have eyes closed, I'm just going to take you through this a few times, and you're just going to feel this energy starting to cultivate inside of your body. У нас будут закрыты глаза, я буду вести вас через этот процесс, и вам нужно ощущать, как эта энергия появляется и ведет себя внутри вашего тела. We are just allowing it to activate this creation portal inside of us. Мы просто позволяем этой энергии активировать этот портал творения внутри нас. So when you're ready, I'm going to invite you to close your eyes. Когда вы готовы, закройте глаза. And I want you to take the deepest breath that you have taken all day. Сделайте самый глубокий вдох, который вы делали за весь сегодняшний день. And then on the way out, we're just going to let go of everything we don't need in this moment. На выдохе давайте отпустим все, что нам в этом моменте не нужно. And we're going to bring our attention to the perineum. Ваше внимание переходит в наш перинеум. And I'm going to invite you to clench. Пожалуйста, стисните. And just like I mentioned, through a straw, we're going to breathe in, and from the perineum, allowing the energy to come up into our womb. И пока вы сжимаете, вдыхайте, как будто вы всасываете через трубочку, и позволяйте энергии снизу подниматься в вашу матку. And we're just going to hold there for a few seconds. Теперь мы поддержим этот вдох несколько секунд. And exhale. И выдох. And we're going to clench one more time. Снова сожмем. And inhaling through a straw. All the way. Снова втягиваем воздух через трубочку. Энергия идет в матку. And we're holding it. Держим. And exhale. И выдох. And we're going to do that one more time. Сделаем это еще раз. Clenching. Сжимаем. Exhaling. Inhaling. Вдыхаем. Holding it in our womb. Держим эту энергию в матке. And then I'm going to invite you to exhale. Теперь я приглашаю вас выдохнуть.
And just to keep focus on your womb. Сохраняйте внимание на вашей матке. And just letting this energy to take up this space that we've cultivated. Позвольте этой энергии занять место. 3. And then maybe before we end our practice, И может быть, на завершении нашей практики you're going to ask your womb one simple question. вы можете задать своей матке очень простой вопрос. What do you need? Что тебе нужно? And maybe this information comes in words. Может быть, ответ придет в виде слов. Maybe it comes in an image. Может быть, придет образ. And maybe you will only find out later. А может быть, вы услышите ответ позже. But when we are willing to answer the question, ask the question, Но когда мы готовы задать вопрос, our subconscious is often willing to answer. наше подсознательное готово ответить. And then I'm going to invite you to take one last really big breath in. Я вам предлагаю снова сделать большой-большой вдох. And we're going to let go everything we don't need on the exhale out. И на выдохе отпускаем все, что нам не нужно. And whenever you are ready, И когда вы готовы, slowly coming back into the room. медленно возвращайтесь в комнату. И очень интересно, я могу поделиться. That was very interesting. I would like to share. Может быть, наши зрители, вы поделитесь в комментариях, кто делал это упражнение. And if the viewers who are watching at home and doing the practice too want to share in the comments, they are very welcome. Такое интересное сочетание. То есть, с одной стороны, произошло расслабление, ну, потому что конец дня уже, есть усталость. It's very interesting combination because on the one hand, I feel a relaxation take place, which is, of course, it's the end of the day. I do feel some sort of tiredness, and I can feel that relaxation coming. Но при этом есть ощущение наполнения энергией. But at the same time, I feel full of energy. I feel like I have been energized for this practice. И расслабление, но при этом и энергия, наполненность. So relaxed yet energized is a very interesting combination. Well, that's the power of our breath. В этом сила нашего дыхания. But when we're activating this perineum energy, но также, когда мы активируем эту энергию в этом корневом пространстве, we're allowing this life force energy to activate inside of us and move. Мы позволяем энергии жизни активироваться внутри нас и начать двигаться внутри нас. In a longer practice, I would activate it in your womb, and then we would take it all the way up the body, and it would activate other parts inside of us too. Если бы мы делали эту практику в более долгом формате, то я бы провела вас через процесс, когда мы активируем эту энергию на всем протяжении вверх по телу. У нас есть комментарий по практике на английском языке. I saw an image of swimming. We have a comment from the viewers about the practice. Someone saw an image of swimming. Ну, да, на русский, для наших слушателей.
I saw an image of swimming. Я видела образ плавания. That's very beautiful. Это очень красиво. Feels like an activation of flow. Ощущается, как это похоже на активизацию потока. Да, очень интересно. Спасибо, что поделились. Thank you for sharing. That was interesting. Thank you. It was my pleasure. Огромное спасибо, Нина, что вы приняли участие в моем проекте. I'm very grateful that you decided to participate in this project. И с таким обаянием и щедростью делились с нашими зрителями. I'm thankful for the charm and generosity you shared with our viewers. Thank you. It was. I'm very grateful and honored to have been invited and to get to share the things that I'm passionate about. Большое спасибо. Для меня удовольствие и честь поделиться вещами, которые для меня очень важны и заряжены. Спасибо Марии Ангеловой. Маша была голосом Нины сегодня, и благодаря ей мы могли понимать, о чем идет речь. Всегда пожалуйста. Вот, и, конечно, большое спасибо нашим зрителям. Many thanks to our viewers as well. И на следующей неделе у нас в гостях будет Татьяна Самуиловна Леви из России, и она будет говорить о наших личных границах и о том, как можно укрепить свою личную границу. Лучше ее чувствовать и обозначать самым оптимальным образом. До новых встреч!